Всем привет! Как ваше настроение? I am Natalie from Natalie Practical Russian. Ready to improve your Russian right now? Every time you watch my videos, your Russian gets better and better. And today we will practice 4 modal verbs like можно, нельзя, надо, нужно. Можно, it means it's possible, it's allowed, it's permitted. Нельзя, it means it's not allowed, it's forbidden. Надо, нужно, it means it's needed, it's necessary, you need something. You've probably heard them before. Okay, one last moment and we will begin. How to ask for directions and how to pay in a restaurant you can learn from my free book. Click on the link below to download it. And now let's practice modal verbs. The first, as usual, is my story. Сегодня я хочу поговорить с вами, что можно делать сейчас и что нельзя делать сейчас. Сейчас необычное время, есть запреты. Например, сейчас нельзя путешествовать во многие страны, но можно путешествовать в своей стране, и это прекрасно. Но нельзя путешествовать в другие страны. Также я знаю, во многих странах нельзя ходить в кафе, в рестораны, нельзя ходить в спортзалы, но можно гулять и встречаться с друзьями. Например, можно праздновать свадьбу, но нельзя приглашать много человек на свадьбу. Я надеюсь, скоро мы сможем жить как обычно. Мы сможем жить нормальной жизнью. Сейчас я сижу в кафе. В Сербии можно ходить в кафе, можно сидеть в кафе. Я пью кофе в кафе. Также в Сербии можно курить в кафе. И люди курят везде. Мне это не нравится. Мне это вообще не нравится, я не курю. Да, когда я жила в Китае, китайцы тоже курят везде. В Китае можно курить даже в лифте. И они это делают. Я была в шоке. Например, в России нельзя курить в общественных местах. Нельзя курить в барах, в ресторанах, нельзя курить на остановках, на вокзалах и в метро, конечно же. Где еще нельзя курить? Нельзя курить в самолете, да. Я слышала, что раньше люди курили в самолете, но сейчас нельзя курить в самолете. Также нельзя шуметь и бегать. Детям можно, дети бегают в самолете, и я понимаю, дети маленькие, у них много энергии, поэтому им можно. В Сербии также можно ходить в магазины, в торговые центры, можно купить одежду в торговом центре или можно заказать одежду онлайн. Также можно ходить в театры, в музеи. Сейчас театры и музеи работают в Сербии. Да. В кафе можно платить картой или наличными. Я заметила, люди в Сербии предпочитают платить наличными, но люди в России обычно платят картой. Что еще можно делать в Сербии? В Сербии можно заказать еду по телефону, или купить на улице. Есть места, где есть фастфуд. Иногда я заказываю еду по телефону. Да, я люблю быть дома, но мне надо покупать продукты, надо готовить. И еще я бегаю по утрам. Я думаю, мне надо бегать, потому что я работаю за компьютером. Мне нужно заниматься спортом. И вообще, я считаю, людям старше 30 нужно заниматься спортом. Когда ты молодой, ты чувствуешь себя отлично.
Но когда ты становишься старше, тебе нужно думать о своем здоровье. Надо есть фрукты, овощи. Да, мне надо купить фрукты сегодня. У меня нет фруктов дома. И еще мне надо готовить ужин сегодня и убираться дома. Вечером у меня будут уроки, мне надо работать. Да. И последнее, что я хочу сказать. Дети часто спрашивают, можно конфеты, можно мороженое, можно мультики, а родители часто отвечают: нельзя, это нельзя и это нельзя. Да, это очень актуальные слова для детей. Можно и для родителей. Родители любят говорить нельзя, любят запрещать. Let's repeat four verbs. Можно, нельзя, надо, нужно. Надо, нужно have the same meaning. And we use these verbs with dative case. Noun or pronoun in dative case plus modal verb plus verb in infinitive form. Here are examples. Мне можно пить кофе, но мне нельзя есть виноград. Тебе можно спать целый день сегодня. Ему нельзя смотреть телевизор много. Ей нужно читать документы по работе. Вам нужно заниматься русским регулярно. Им нельзя путешествовать сейчас. Here are my 6 questions for today. Номер 1. Вам можно путешествовать сейчас? Вам можно путешествовать сейчас? Куда вы хотите поехать? Куда вы хотите поехать? Номер 2. В вашей стране можно ходить в бары, рестораны, в музеи, в театры? В вашей стране можно ходить в бары, рестораны, в музеи, в театры? Куда вы обычно ходите? Куда вы обычно ходите? Номер 3. В вашей стране можно курить везде? В вашей стране можно курить везде? Где нельзя курить? Где нельзя курить? Номер 4. Что можно делать в самолете? Что можно делать в самолете? Что вы обычно делаете в самолете? Что вы обычно делаете в самолете? Номер 5. Вам нужно работать сегодня? Вам нужно работать сегодня?
Что вам нужно делать по работе? Что вам нужно делать по работе? Номер 6. Вам надо убираться и готовить сегодня. Вам надо убираться дома или готовить сегодня. Что вам надо делать сегодня? Что вам надо делать сегодня? That's nice. What have you learned today? Leave a comment about what is allowed or forbidden in your country. I appreciate it. To get my free book, just one click on the link in the description section. Do it right now. Have a nice day. Увидимся. Пока-пока.